Вопрос про одиночество молодой девочки, женщины 27 лет, которая спокойно ведет себя в компаниях, спокойно проявляет какие-то эмоции, симпатии и так далее. Но когда дело доходит до приглашения на свидание, она начинает избегать, отказываться. У нее возникает куча сомнений. Она очень боится разонравиться, она боится сблизиться с человеком. И разочаровывается в парне, которого недавно она замечала и отмечала, что он там симпатичный или выглядит как будущий ее партнер, то есть совпадает по типажу, по ее ценностям. И она говорит, что она симпатичная, и проблем общения в компании нет. Но вот как только доходит дело до романтической составляющей, она избегает. Конечно, нужна диагностика, и на каждый вопрос я отвечаю как можно полнее, и тем не менее, чтобы что-то детально посоветовать, нужна диагностика. Вот то, что я услышала от нее, это очень похоже на страх близких отношений. В этом случае там несколько причин, и давайте назову самые такие частые. Это травмирующие события в юном подростковом возрасте с первой любовью. Иногда бывает, что это нехватка мужской заботы в детстве. Папа не проявлял полноценных эмоций и заботы, которую должен был бы проявить. Завышенные требования к партнеру. Когда речь идет о романтической уже составляющей, о свидании, происходит идеализация объекта, то есть девушка рисует себе, что она бы хотела, а понимая, что вот и это не совпадает, наступает такое некое разочарование. Это и собственная низкая самооценка, и страх. Это один из самых первых симптомов низкой самооценки, когда кажется, что все вроде бы идет хорошо, но потом девушка, женщина начинает очень сильно сомневаться, достойна ли она вот этого парня, как она выглядит, в чем она одета, кто его окружает. Это вот начинается самокопание. Самокопание не позволяет расслабиться и принять действительность такой, как она есть, явить себя такой, какая ты есть, чтобы тебя рассмотрели со всех сторон именно настоящую. Надевается маска. Эту маску держать очень сложно, поддерживать ее, вот эту тональность маски сложно. И потом, когда эта маска срывается, наступает разрыв шаблона, диссонанс у партнера. Мужчина вас видит совершенно другой, а вы не знаете, как доказать, что вы не такая, а вот вы такая. И, в общем-то, он влюбляется в вас, вот ту в маске, а не в настоящую. И вот здесь тоже диссонанс происходит, и вплоть до разрыва отношений. Конечно, здесь при страхе близких отношений, при избегающем типе привязанности эмоциональной, то нужен специалист. Когнитивно-поведенческая терапия неплохо справляется с этим. Гештальт-терапия отлично справляется с этим. Но нужна работа над собой, чтобы вот в этом во всем разобраться, выработать нужные, правильные, продуктивные способы реагирования. Что можно сделать вот прямо сейчас? Во-первых, можно провести самомедитативный сеанс, скажем так. Взять тетрадь, разделить листочки пополам и очень подробно, начиная со слов «я хочу», описать партнера, которого вы хотите видеть. Описывать прямо в мельчайших подробностях. А на второй половинке нужно написать, что бы вы допустили, какие недостатки вы бы допустили, чтобы у него, если вдруг они у него будут. То есть начать с того, что я допускаю, что у него будет там то-то, то-то, то-то. Какие недочеты могут быть в этом человеке, и вы к этому не отнесетесь уж очень серьезно. Пока вы будете писать, вы будете понимать, что вот левая сторона – это прям идеальный образ вашего фантазийного, будущего партнера, а справа – это вот все вот эти нюансы, которые есть у любого человека. И таким образом наступает такой баланс. Сначала вы говорите о том, о чем вы мечтаете, принцы на белом коне, а потом вы допускаете, вы разрешаете себе полюбить человека с некоторыми нюансами. Уже рос без вас, жил без вас, что-то делал, чему-то учился. В любом случае где-то какие-то были промахи, и какие-то победы, и какие-то неудачи. Но этим и прекрасен человек в своем разнообразии. Вот когда какие-то недостатки, вы позволите с ними смириться, вы их перечислите, тогда и ваша психика будет готова к тому, что
там, он не идеальный, вы не идеальна, и, может быть, все-таки стоит попробовать. Еще один момент: каждый раз, встречая потенциального партнера, напоминать себе, что не только вас выбирают, но и вы тоже принимаете решение, встречаться или нет. И тогда вот эти сомнения, а какие у него девушки были, а какая я сейчас, и сколько там лишних килограммов, и вот где там родинка, где там шрамик, или где там еще какие-то недостатки, которые вы в себе там видите, да, вы будете допускать несовершенство. И если вы будете говорить «я тоже выбираю», вы будете в себе лично вырабатывать эффект вот этого признание, что и человек, которого вы выбираете, и человек, который выбирает вас, вы оба несовершенны. Ну и, конечно, будьте собой. Толстушки кому-то нравятся, и худышки кому-то нравятся, и говорушки кому-то нравятся, и те, которые девушки скромно молчат. В общем-то, на вкус и цвет фломастеры для всех разные, поэтому не нужно зацикливаться на вот этой модной тенденции 90-60-90 или еще какие-то параметры придумывать. Большинство людей из 8 миллиардов обыкновенные, простые люди со своими животиками, со своими шрамиками, со своими недостатками и прочее. Ну, что еще? Я ей посоветовала не прогнозировать, потому что я услышала из ее рассказа, что она строит прогнозы. А вдруг, если я вот это, то он вот это. Это негативное прогнозирование, это когнитивное искажение. И еще у меня где-то видео даже было про когнитивное искажение, еще и персонализацию, когда человек зацикливается на чем-то одном и винит себя в том, что вот это происходит. То есть напрямую связывает свою вину с тем, как складывается ситуация. Нужно позволить миру жить, как он жил, событиям течь, как они текли, потому что не все зависит именно от вас, не во всем вы виноваты. Вот эта персонализация, она только мешает расслабиться и получать радость от любой коммуникации. Ну и еще, конечно, немаловажно учиться выражать свои эмоции. То есть не бояться говорить на чистоту. Сказать о том, что вы чувствуете, важно, чтобы получить хоть какую-то обратную связь. Как только вы будете получать обратную связь, это будет сближать вас с человеком, вы будете понимать, о чем он думает, ваше подсознательно подскажет, он врет сейчас или нет. Ваше подсознательно очень хорошо считывает все, что делает человек другой. Поэтому если возникнут сомнения, выражайте эти сомнения, спрашивайте, уточняйте. Если не возникает сомнений, смело шагайте, влюбляйтесь, стройте планы на будущее, и все у вас получится. Гармоничные отношения – это не про страхи показаться какой-то не такой. Гармоничные отношения – это когда ты понимаешь, что этому человеку можно довериться, доверить свой сон, прием пищи, свои тревоги, свои радости. Это когда сердце трепещет не от того, что оно боится, а от того, что оно получает тот дофамин, эндорфин, который должен быть при близких отношениях с противоположным полом.